Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Снежана, ну что, Зеленскому удалось отпетлять, кажется. Смотрите, какая классная спецоперация. И прям филигранно все выверено до мельчайших подробностей. Ну, во-первых, да, значит, весь, скажем, посыл интервью The Atlantic, там внутри прям конфликт. Прям Саймон Шустер, да, пишет о том, что, в общем-то, кирдык, да, и, в общем, все как бы догорает. Окружением каким-то он с ним знаком, да, общается, что, говорит, надо вот весной заканчивать, иначе все, вилы. А Зеленский говорит, нет, говорит, плохое ничего не подпишу, лучше вообще ничего подписывать не буду. Получается, что все у него удалось, и это в тот самый момент, когда страна как бы без света, страна пребывает в таком, ну, тяжелом состоянии, идут удары за ударами, но им дали очень классную жвачку со шлемом Олимпиады, и Ермак тут на белом коне. Вообще, конечно, очень удивительно. Слушайте, то вода с трупов, то там погибшие на шлемах, и везде, где это появляется, сразу Ермак, а он, оказывается, кто? Адвокат. И это кто вбрасывает? Масинаем, представляете? Выходит в эфир и говорит, вот, Ермак, сейчас он придет и в апелляционном суде с Международным олимпийским комитетом поможет подключиться. И все, ну Ермак. И все уже и забыли о том, что уголовное дело. Зеленский говорит, нет, у меня были свои причины увольнять Ермака, это не связано с коррупцией. Правильно. Какая коррупция? Какая тягость и лишение войны. Все сейчас собирают деньги, как вроде что-то с ним произошло, украинскому спортсмену. Ну, я имею в виду, какая-то трагедия. Это вся страна в трагедии собирает деньги. Бизнес скинули клич о том, давайте ему заплатим. Там за $100 тысяч, кажется, за медаль олимпийскую. Золотую дают. Давайте компенсируем. А люди смотрят, говорят, подождите. И это все несется. Так а что компенсируем? Он же как бы на медали не претендовал. Он же не какой-то чемпион. Он же не какой-то выдающийся мировой, ну, в этом скелетоне, скажем так, спортсмен. А в это время срабатывает классная геополитическая установка. Пишет The Atlantic, что, ну, Трамп так повошкается и слиняет. Так это же и нужно Зеленскому, правда? Ну, Саша, вы понимаете, что нужно Зеленскому, по большому счету, знаем только мы с вами. Да Это еще да. какая-то группа в полосатых купальниках, в прямом смысле этого слова. Если бы нам не удалось отплыть от этой воронки адской вовремя на какое-то более-менее безопасное расстояние, то мы бы сейчас мотали срок вместе там с группой товарищей, которых вывели в наручниках из Верховной Рады Украины, которая, кстати, сегодня тоже полностью, скажем так, дезавуирована, мягко скажем, дискредитирована. И, по-моему, они уже поняли, во что их вовлекли, и стараются максимально быстро отпетлять от ответственности, которая, как мне кажется, рано или поздно все равно грядет. Но Ну, а вы поняли, это понос или золотуха? Это очень тяжелое заболевание, это мыслительный понос, понимаете? То есть это существа, мы же видим, что они извергают свои негативные продукты распада и разложения вот этих своих мозгов гнилых, они в основном извергают через ротовую полость. То есть они в нее едят, а потом извергают. Поэтому, соответственно, мы же и имеем такое огромное количество разных высказываний. Ну и, конечно же, Владимир Александрович Зеленский, он возглавляет эту колонну идущих, скажем так, в ад и ведущих туда вот этих несчастных животных, полуживотных, я не знаю, за кого они вообще принимают этот украинский народ, который они ведут на убой. То есть, когда он говорит, что я отвергаю какой бы то ни было мир с Россией, потому что это будет однозначно плохой мир, а я, говорит, плохого своему народу не пожелаю. Так вот здесь, мне кажется, нужно все-таки сакцентировать внимание на фразе «своему народу». То есть его народу, его, скажем так, однокоренному народу по крови, как говорится, ему вообще хорошо в этой войне.
Вот посмотрите, Миндичу хорошо в Израиле с миллиардами. Братьям Шефирам, как говорится, его подельникам по жизни, тоже где-то в Швейцарии хорошо. Вот мамочке Риме Украинке, которая породила это чудовище, очень хорошо в Бурдж-Халифа, наверное, она сверху сидит, там, знаете, далеко глядит и, значит, рассказывает: он хороший мальчик, он же хочет, чтобы молодежь не уезжала. Как хочет, так и сделал. Молодежь не уезжает, прекрасно лежит на кладбищах. И Ермак, который шел на фронт и не дошел. Его вот так остановили ТЦКшники и сказали: да на кого ж ты нас покидаешь, отец наш родимый, иди, возвращайся, как говорится, защищай нашу родину на теренах юриспруденции, понимаете? Ну, то есть, ну, это вообще, это издевательство над людьми. Людей просто держат за скот. Вот недавно опять вылезла эта сумасшедшая тварь Янина Соколова, которая, значит, регулярно занималась розжигом. И опять она сказала, что, оказывается, должны сдохнуть вообще вот эти все граждане Украины, которые испытывают какие-то сентиментальные чувства по поводу Булгакова, Андреевского спуска, русского языка, понимаете, и прочих там вот этих ненужных ненужностей, типа Пушкина, Достоевского, Толстого, Чайковского, Мусорского и прочих, скажем так, представителей культуры. То есть, но они же собирают абсолютно больных на голову людей. Это Наталка Мосейчук, которая всех в сраку послала. То есть это высший пилотаж журналистики. Саша, я не знаю, почему вы не берете пример. Вот я ни разу не слышала, чтобы вы кого-то послали, как говорится, в сраку. Надо уже, ну, работайте над своим артикуляционным аппаратом. Так перед телевизором, вернее, перед зеркалом становитесь и учитесь произносить это слово. А то вы все приличные и приличные. Я все как бы пытаюсь вас призвать, новые стандарты мировые. Научить плохому, я понял, да. Взять на вооружение. Давайте учиться плохому, потому что мир хорошим уже больше не будет. То есть в стране война, люди сидят без света, дети без лифта на 15 этаж сбираются, старики-инвалиды, наоборот, не могут спуститься, размерзаются трубы, 600 домов, как говорится, отключены от света и от газа, от всего, разрушена инфраструктура, а эта падла, сука, не может подписать плохой мир. Ну, то есть, Саша, о чем мы вообще вот говорим годами? О чем? О том, что этот концлагерь, он создается у нас на глазах в 21 веке в центре Европы. Надзиратель этого концлагеря и вся его вот эта тусовка, бандитская, организованная преступная группировка. Вот этот Федоров, который рассказывает, что 65 тысяч русских были уничтожены, ликвидированы. Да вообще, на самом деле, уже русских, наверное, не осталось, я так понимаю, потому что, ну, украинская армия потужна, за 4 года войны только 55 тысяч потерь понесла, а русские за 2 месяца 65 тысяч, как говорится, Причем интересно, потеряли. что в этом упомянутом мною материале «Атлантик», да, это вот, конечно, это же информационная бомба. Ну, для людей, которые как бы следят за процессом, для людей, опять-таки, у нас четко, вот можно там Снежану Егорову критиковать, да, за все, за эмоциональность, за предвзятость, за какие-то моменты, но вы же четко одна из первых дали вот это распределение. Значит, так, тебе, народ, вот давай там собирай деньги и следи за этой мыльной оперой, понимаете, за этим сериалом на Олимпиаде, который нам предоставили. И все такие: да, давайте миллион дадим, а давайте еще там скинемся, а вот тут мы пожертвуем, а вот это наш орден ему. То есть есть чем заниматься, грубо говоря, да? А с другой же стороны мы видим просто бушующую информацию, что, погодите, а Трамп вообще уйдет. А Федоров говорит:
говорит, нет, у нас рекордные, ну, эти поступления, там 38 миллиардов нам дадут, и вообще это класс, Рамштайн. Британцы выползли из-под камня, говорят, да, давай шипеть. Говорит, смотрите, и 500 миллиарда дадим, и на Рамштайне мы тут главное. Короче, деньги есть. В общем, что мы имеем? Деньги есть. Переговоры бессмысленны. И сейчас главная интрига. Уходя, Трамп кого обвинит? А Россию? А Украину? А может и Россию и Украину? И как бы уйдет и скажет, ну все, вот заседание Совета мира соберет и скажет, так, мы не занимаемся, давайте, занимайтесь вы. Так это же и нужно Зеленскому. Он же к этому и ведет. А журналисты пишут цифру потерь 2 миллиона. Ну, это имеется в совокупных потерь на этой войне. А 2 миллиона минус 55 тысяч, ну, это та математика, о которой говорите. Но украинцев разделили. Вот это ты не читай, здесь ты не смотри. Это какие-то вражеские голоса или вообще не пойми кто. Ты вот, пожалуйста, ставь шлем на карточку Монобанка. Ты вот, пожалуйста, там на аватарку чего-то. Вот даже наших бьют, наших обижают. А представляете, а он же как, этот спортсмен, он же как говорит, а там российский флаг у кого-то. Ну, среди прочих, да, а там еще там что-то. А вот у этого было вот это, а у того было вот то. То есть он не даже благородно отстоять позицию без того, чтобы на кого-то не насексотить, ну, там, да, ну, не получается. И, в общем, похабный, плохой мог, да, в общем, обидел, ну, Украину и украинцев, и все должны быть погружены в эти детали. А тут пока у нас как бы война продолжается, и конца и краю не видно, и пока все, ну, сейчас разберутся с этой, закончится эта Олимпиада, и все такие, подождите, а что у нас по мирному треку? А тут как раз-таки ничего, и все продолжается по новой, и все продолжается дальше. Так а за что Снежану Егорову критиковать, непонятно? За то, что она, как многодетная мать и человек, который занимает активную гражданскую позицию, людям глаза открывает, как их ебут, а они крепчают с утра до ночи? За что критиковать? Когда я называю бандита и черта Зеленского словами, которых он заслуживает, и говорю, что на Банковой сидит организованная преступная группировка, которая себя окружила психбольными вот этими дебилами. Вы видели вот эти вот их тянутся такі полусвині, полулюди в зал засідання, ця з красною головою Третьякова, яка сказала, що вам не нравляться депутати? Оце яка країна, такі і депутати називаються. Вспоминаємо анекдот про то, що яка країна, такі і теракти, понимаете? И вот это вот там какая-то бабища, значит, начинает там размахивать какими-то своими документами, дерется, ругается, как собака. Ну, то есть они же просто невменяемые. Марьяна Безуглая уже там всех посылает и направо, и налево. То есть они же больные люди, больные, которые нажимают на эти кнопки, кнопкодавят за бабки. Мы даже знаем тарифы, нам уже 1000 раз рассказали. Мы даже знаем вот этот бизнесмен, который думал, что Зеленский пришел к власти и теперь, ох, заживем, зернотрейдер этот, Ваганян или как его фамилия, который конкретно рассказывает, что он по 10 миллионов лично Баканову, другу детства Зеленского, завозил бабла в кабинеты, у него был нон-стопом проход, как говорится, туда в СБУ, и они его доили просто конкретно, просто как лоха. И у них во время, как говорится, еды аппетит все возрастал и возрастал. То, что они отжали бизнес, уничтожили людей, продали страну, продали редкоземельные металлы, сняли вообще мораторий с продажи украинской земли, продали украинскую землю и продолжают это делать, жируют вообще у людей на головах, отжимают уже у них дома, принимают какие-то опять законы, налоги, просто шкуру сдирают с людей, отбирают у них жизнь и жизнь у их детей, а эти дебилы собирают бабки на придурка, который кроме шлема с вот этими трупаками, он больше ничего не может продемонстрировать на Олимпиаде. И на самом деле, Саша, это я вам говорю как человек, который знает эту кухню. Я ездила в качестве поддержки официальной
украинской сборной на Олимпиаду в Пекин. И я знаю прекрасно, что туда просто так никто из спортсменов не попадет. Они все через бутылочное горлышко проходят. И они не могут проявлять там свои безумные инициативы, потому что над ними их туда везет целая группа нашего украинского комитета олимпийского. Поэтому то, что он вот это вот натворил, эти чудеса, это спланированная акция, спланированная. То есть ему дали задание, потому что Зеленского еще пока что на Олимпийских играх его еще не видели, еще там ему не аплодировали. Поэтому ему надо было устроить скандал, чтобы дать пас на своего наркопедералиссимуса, а тот выполз, понимаете, и уже рассказал Олимпийскому комитету, как надо жить. То есть он уже рассказал в Сенате, в Конгрессе, он уже рассказал на Оскаре и везде, где только можно было, он все рассказал. Только Олимпийский комитет еще до этого жил по принципу «О спорт ты мир» и придерживался, как говорится, традиции, что когда идут Олимпийские игры, все пушки молчат и временно наступает перемирие. Но только не у черта Зеленского. То есть, ну, Саша, о чем еще можно вообще говорить? Какие претензии к снижанию Егорова? Так а почему получается, что вы же видите, как вот общество меняется? Нам вот это... Вот идея, есть же идея, да? Мы не можем закончить войну, потому что скажут мертвые. Нам эта идея сейчас заменила все. Религию УПЦ выгоняют, выбрасывают из храмов. Ну, то есть мы наблюдаем, да, вот. И никто ничего не может сделать. Тут вроде как республиканцы открыли рот, а там Анна Паулина Луна говорит, давай эти самые, там, Ватикан буду обращаться. Стефанишину начала строить. Вроде как какой-то, знаете, проблеск какой-то надежды появился. Нет, все, забили. То есть заменяет вот это... Ну, как вот это, правда какая-то магия? Слушайте, тут там верить, не верить, правда какой-то дурман, какой-то транс вогнали украинцев? То есть религию заменили, образование заменили, все начинается с... Узаконили минуту молчания. То есть это закон. То есть это заменили. Что? Да все заменили, понимаете? Везде получается вот эта идея, она главенствует. Получается, что украинцев это устраивает. Живых украинцев устраивает... То, что их объединяют кладбища. Да. Ну, то есть в открытую уже об этом говорят. Так им же сказал еще, по-моему, Корчинский или кто-то там из его курятника, что типа, что вы вот это боитесь идти воевать? Все равно сдохните, какая разница когда? Иди в окопы, хоть брось там в сторону москалей какую-то гранату, и будет от тебя хоть какая-то польза. Кусок говна вообще, с ручками, с ножками, с ушками. Зачем тебе учить физику, химию, математику, читать Булгакова вообще и понять, что из тебя Шарикова делают? Или ты уже родился Шариковым? Иди давай вообще, вот, співай пісень «Батько наш Бандера» и «Не тренди», вот, «Наливай» называется. Ну, то есть, ну, это же абсолютная спецоперация, которая проворачивается у нас на глазах, а мы такие сидим и должны говорить: ой, да, холосё, как прекрасно. Мне вот эти гниды пишут: що там сидиш у Турції? Оце приїзди сюди, ми оце тут з тобою поговоримо. А сами они где сидят, эти гниды? Где? В Италии, в Швеции, в Греции? Сидят вообще в Польщі, у Германщині, на Канадийщине, в Вашингтонщине. Мы что, не знаем, кто это такие? Потомки полицаев? За что, я очередной раз хочу напомнить, Саша, на меня были наложены санкции. В одном из первых, точнее нет, в первом списке, еще в 22 году, в октябре. За что? За то, что я написала до начала военных действий, что нужно договариваться с русскими, потому что будет война, и если мы не хотим, чтобы в ад превратился наш дом, и потомки полицаев нас сожрали, то нужно стремиться к миру. За то, что я призывала к миру, меня облили грязью, моих детей лишили гражданских прав, репрессировали их, по сути, на территории другого государства и продолжают обливать меня грязью. И эти подонки приходят там во все соцсети и говорят: сука, рот закрой! Це ти, путінська підстілка, забрати в неї паспорта, забрати в неї нерухомість, дітей в неї забрати, розстріляти.
Кто эти гниды конченые? Вот они и работают на Притулу, на Стерненко убийцу. Сначала убийца собирал на дроны, на продолжение убийства. Притула собирал на несуществующие вот эти вот спутники. А теперь они собирают на шлемы идиоту конченному, который ничего не мог продемонстрировать в спорте, а решил, как говорится, продемонстрировать вот этот вот спорт, в котором украинцы первые в мире. Бежать суицидники в ад и всех за собой тащить с криками «давайте будемо помирать, москаляку на геляку, вічна війна, і поки є ті москалі, ми не зупинимося», как это рассказывал этот идиот Ющенко. Он же идиот конченый. Сиди уже, молчи, придурок ты. Все про тебя все знают. А он рассказывает, що поки є та Москва і той Кремль, ніхто ніде ніколи не зможе спокійно жити. У него, видимо, там вместе с его вот этими инъекциями и мозг тоже вот так вот побитый такой же шашелью, как у него морда. Ну, то есть это вообще больные полностью люди, они подтягивают вот этих вот демонов к себе, и, соответственно, они просто пожирают ткань вообще, вот общественную ткань. Они пожирают здравый смысл, они пожирают инфраструктуру, они пожирают ресурсы, они жизни человеческие пожирают. То есть это просто вампиры, которые конкретно присели на людей. А люди такие, уже укушенные вообще вот этими вампирами, они, видимо, уже, ну как, сложили лапы и идут спокойно к своему завершению, даже не в состоянии бороться. И претензии мне предъявляют за то, что я не хочу вместе с ними идти ко дну, как эти долбокони им предлагают. Говорят, не предложу ничего плохого своему народу. Так его народ отлично себя чухает везде, во всех городах. Что, из синагоги кого-то приходят и ловят, и отправляют на убой, хотя они с такими же гражданскими паспортами украинскими синими ходят? Или, может быть, какие-то проблемы возникают там у их раввинов, предположим. Они себе ходят радостно и рассказывают украинцам, какая прекрасная страна. Конечно, потому что они скупают по дешевке вообще недвижимость, которую люди оставили, и законы лоббируют, чтобы принять такое законодательство, что если ты там не живешь, не платишь, и там и все, это как бы бесхозное. А дальше вот эти все, которые выехали за пределы страны и рассчитывают пересидеть, а кто их пустит обратно на территорию нового государства, где Владимир Александрович Зеленский будет королем, я не знаю кем, пророком или кем он там будет? Ну, вы же видите есть... риторику, какую он продвигает вот этим студентикам в воскресенье рассказывал, что так, ну, а я фактически-то и не правил, ну... Да. Пришел тут ковид, потом дальше вот война, то есть мы же не смогли реализовать программу, поэтому, ну тут тоже определенный подвох есть. Вот я хочу, чтобы вы высказались по выборам и по референдуму. Это ведь два таких разных, понятно, там незаконно, невозможно, это тоже очень такая едкая тема, въедливая. С одной стороны, выборы вообще не интересуют Зеленского, это тоже какая-то инсинуация. А с другой стороны, так а кого выбирать? Ну, то есть, понятное дело, что он уже всех там, слово такое... Укатал в асфальт. Ну, как бы, или укушенные, действительно, да, инициированные, или с ним, или вообще их нет, просто этих политиков. Получается, что и никого не допустят. Ну, короче, будет Зеленский, если провести эти выборы, и он этими выборами пытается сторговаться. И вроде как все говорят, нет, ничего не будет, но Корниенко с регулярной периодичностью выходит и говорит, мы готовим. Другие говорят, да ничего не готовит никто. Нет, готовим. Ну, то есть выборы, референдум. Референдум о статусе Донбасса. Сейчас Политико сегодня написала, что, в общем, переговоры перед следующим раундом зашли в тупик. Значит, США не хочет, вот именно Соединенные Штаты Америки не хотят заключать гарантии о безопасности соглашения вот это до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны.
отсюда вот эти все вбросы о том, что там украинская делегация полетит в Москву, или Зеленский летит в Москву и так далее. Зеленский говорит, нифига, мне нужны гарантии безопасности, а потом уже все остальное. И он это как бы декларирует, и вот это все продавливает. В Штатах говорят, что, значит, до мирной сделки, если подписать вот это соглашение, то это, то есть там тоже, как это, не пальцем делано, там очень грамотные люди, они понимают, они сейчас примут соглашение, проголосуют в Конгрессе США, это будет типа закон, они назад не откатят, а Киев что сделает Зеленский? Сорвет любые переговоры, и получается США втянута в войну. То есть нормальная двухходовка, все это видят. То есть вот эти игры, то, что считает Зеленский там какие-то, не знаю, интриги мадридского двора, всякие там, да, вот эти. Это все читается на раз-два, это школьная программа для них, они это все видят, и поэтому как бы против. Но Зеленский стоит на своем, и получается у нас тупик. Как вы думаете, вот все-таки получится что-то с этих переговоров, не получится? И что будет делать Зеленский с этими референдумом и выборами? Ничего не будет делать, никаких референдумов и выборов не будет. Это абсолютно очевидно, потому что они ему не нужны. Он уже даже не стесняясь говорит, что не будет никакого мира, ничего не буду подписывать, ничего не буду делать, все, что вы от меня хотите. И что вы мне сделаете? Вы ничего мне не сделаете. Потому что за ним стоит еврейское лобби, Саша, которое стоит, между прочим, и за Трампом в том числе. Вот послушайте, это когда кто-то пытается меня обвинить в том, что я что-то придумываю, так вы послушайте, вот, пожалуйста, есть судья Наполитано, у него есть открытый вообще ресурс на Ютубе, где он берет интервью у Дугласа Макгрегора, бывшего военного, который, в принципе, всю эту схему американских взаимоотношений во власти тоже знает невооруженным взглядом. Как говорится, они там все в этой системе трудились, не побоюсь этого слова. Так что говорит Дуглас Макгрегор? Спрашивает у него судья Наполитано. Как вы думаете, что скажет господину Трампу, нашему президенту, его босс, когда они завтра встретятся в Белом доме? А Дуглас Макгрегор говорит, господин Нетаньяху, я думаю, будет настаивать на том, чтобы, значит, Трамп принял решение и все-таки бомбил Иран и участвовал в этой войне. И дальше они абсолютно спокойно обсуждают о засилии еврейского лобби, которое находится на вершине властных структур Соединенных Штатов Америки. О чем говорит Такер Карлсон, о чем говорит Кэндис Оуэнс. То есть они открыто говорят, потому что в Америке еще существует хоть какое-никакое, но право людей высказываться, вот это там поправка, первая или вторая в Декларации о независимости, на свободу слова. То есть они все уже прекрасно знают, кто управляет этими процессами. А мы такие делаем вид, что нет, Зеленский, он украинец, очень хочет счастья украинцам. То есть он с экранов телевизора с первой секунды брехал людям наивным. То есть он брехал на вдохе и брехал на выдохе, что я принесу мир. Потом он рассказывал про велике будівництво. Потом он рассказывал, как он вообще спасает людей в ковид. А теперь он рассказывает этим несчастным студентам. Я еще там написала, что, видимо, он приковал их к этим креслам, а мне там пишут, что да нет, вроде радостно хлопали. Говорю, значит, к ногам приковал вообще. Не, их по лицам, креслам. подождите, по лицам там было видно, что... понятно, молодежь, но видно, что это какой-то обреченность какая-то. Я, по крайней мере, по тем кадрам официальным, которые я публиковала, прям считывается. Есть там такие ничего, но особенно те, кто в форме, меня вообще поразило их выражение лица. Саша, у этих детей нет будущего. У этой молодежи нет будущего. Какие могут быть ко мне претензии, если я с точки зрения материнского инстинкта, глядя на этих детей, у которых нет будущего, и у следующих детей маленьких тоже нет будущего. Люди, которые ведут детей малюсеньких в эту школу конченую, в подвалы вообще, в подземелье. Что вообще там в этой школе, где программы выстраивает конченый леший Оксен Лисовый, что вообще они могут получить? Кстати, Они куда ни плюнь,
Везде клин, Саша. Да, вот просто интересно ваше мнение. А что вообще происходит? Вот этот акцент лесовый, то есть, ну, смотрите, понятно, там, бессменный этот Поплавский, да, ну, бессменный. Уже все. Ну, как бы Юний закончился... Орел Бетменом відправився на свалку історії, бідняга. Нет, ну, смотрите, я просто такую мысль высказал, как бы у себя в эфире на этой неделе, что... Понятно, что все ж с него прикалывались, да, там голоса нет, не поет, но у него там есть, как это, арт-поддержка, вот это, арт в смысле артистическая, то есть там и балет у него всегда отборный, и песни вроде простые, да, безголосые, но они как бы западали в душу, и, внимание, именно вот в украинскую, вот в понимании там довоенную украинскую душу. Ну, то есть там понятно, что мы Крапиву и все, и Орлив этих юных пели, и это, в принципе, воспринималось нормально. Это, как понятно, где-то шутка, где-то. Это все шутили, но это все равно какая-то фигура была. Выпирается министр образования и говорит, ну, чуть ли не второе... Культуры, наверное? Нет, или образование. И говорит, слушайте, ну, это вот акцент лесовой, говорит, скандальный, короче, дискредитировал систему, 30 лет он у руля, гнать его надо. То есть я тут смотрю, первое, во-первых, мы можем людей, которые, какими бы они ни были, но это как бы символ чего-то, символ какого-то времени украинского. Это даже не Булгаков, понимаете? Это вот украинского времени какой-то символ шоу-бизнеса. Это то время, когда вы были звездой всех сцен, ну тогда, да. Это вот время, которое все помнят как хорошее. А мы его берем и гадим на него сверху. На фоне файлов Эпштейна, чуть ли его не вторым Эпштейном, намекаем на него. Понимаете, что у него там скандалы, харассмент. Представляете, такое слово употребили к человеку за 30 лет, который там... Мне интересно, как вы относитесь к самому Поплавскому, но тут даже не к самому Поплавскому, какой бы он ни был, к ситуации, которая сейчас пришла. Но это конченые твари, понимаешь, которые вообще никого нигде никак не празднуют. То есть для них нет авторитетов. Более того, институт Поплавского – это достаточно серьезный кусок бабла, который, в принципе, можно распиливать. Но я вам скажу, как я отношусь к Михаилу Михайловичу Поплавскому. Когда я была, я закончила театральный институт, и в театральном институте всегда считалось, что все, кто не прошел в театральный по таланту там или еще что-то, все идут в кулек. Ну и там хохотали над ними, как бы немножко так свысока к ним относились. Ну и, соответственно, мы все считали, что это заведение, скажем так, не самое высшего качества. Но спустя годы я встретилась с Михаилом Михайловичем Поплавским на каком-то мероприятии. Он подходит ко мне, и тогда еще моему первому мужу, режиссеру, мы закончили театральный институт, і він такий підходить і так запросто каже: «Ви мої студенти». А ми такі, в смислі? Ну вам же треба, напевно, отримати диплома, щоб ви оце, значить, в шоу-бізнесі. Ми говоримо, так у нас є уже дипломы, спасибо, Михаил Михайлович. То есть его метод как бы раздачи дипломов, он, конечно, впечатлял своей простотой, но спустя еще десятилетия меня пригласили на мероприятие, значит, в качестве жюри, где студенты института Поплавского, значит, там делали, скажем так, такую отчетность. Вот первокурсники, они делали такой как концерт, демонстрируя, чему они там научились за год в институте Поплавского. Саша, я прозрела. Я вам честно хочу сказать, как человек, который работал в шоу-бизнесе долгие годы, я принимала участие в огромных, мега-крутых проектах, где были большие экраны, где были большие артисты, где были заложены огромные бабки, там огромные бюджеты. Это все делалось, понимаете, там со всей ответственностью профессионалами высокого класса, потому что это в основном были телевизионные проекты. Для первокурсников Поплавский устроил такое шоу, что я просто прозрела. Там были огромные экраны, у них были шикарные костюмы, у них было все продумано, организация была просто на высочайшем уровне. И когда я это увидела, а потом я пообщалась с самим Михаилом Михайловичем и с его группой людей, поверьте мне, за эти 30 лет он создал реальный
комбинат по производству профессионалов во всех сферах. То есть уже за эти 30 лет, вот за то время, пока мы хохотали над ним и думали, что он там, кроме своих песен, ничего не вміє робити, я осознала, что это был его такой осознанный ход изображать из себя, ну, такого, скажем, Бэтмена, понимаете, который, несмотря на усмешки, насмешки и там все остальное, он как ледокол Ленин, понимаете, он шел к своей цели, и он смог построить это мега крутое учебное заведение, дать там возможность учиться детям, неважно, за сало, за мясо или там за оплачиваемые, скажем так, родителями ковришки, но на самом деле потом, когда я стала интересоваться, большинство людей, которые работали, ну, там, на крутых каналах телевизионных, которые занимали достаточно серьезные должности, они закончили институт Поплавского. То есть он создал, он смог сделать вот из этого отсталого заведения, которым оно было в постсоветское время, вот такую фабрику грез на самом деле. И сейчас отбросить Поплавского и оскорбить его со всех сторон, это просто свидетельствует о том, какой рагуль, понимаешь, другого слова не будет. И я специально вот прямо акцентирую внимание на украинской версии рагулятины, вот этого вот Оксена Лісового, дикого рагуля, который вылез из какого-то схрона своего западенского, понимаете, который вообще не отщелкивает, ничего не отдупляет. Но это нас абсолютно не удивляет, потому что все рагули из хуторов, которые свиньям хвосты крутили, они были подтянуты в вот эти вот сферы, понимаете, решения вопросов, и они вот эти свои хуторские правила, они надевают на голову людям, которых они мизинца Поплавского не стоят, понимаете? Мизинца. И вообще все, что было за 30 лет на Украине хорошего, тварей типа Зеленского, Миндичей и прочих Оксенов Лисовых, те, которые повылазили из дерьма в 2014 году под чутким руководством Петра Алексеевича Порошенко и Юлии Владимировны Тимошенко, которые сейчас отгребают. Вот они сами породили вот эту тварь, вот эту всю эту гниль, вот эту всю. Они вытащили из болота этих свиней, понимаете? И вот теперь они отгребают по полной программе. Потому что, как говорится, что ты породишь, от того ты и погибнешь. Ну вот, собственно, мое отношение к Поплавскому. Всячески ему посылаю свои лучики добра, поддержки. И считаю, что большинство его студентов, которые получили путевку в жизнь профессиональную благодаря Михаилу Михайловичу, могли бы стать на его защиту против вот этой твари. Это, кстати, такое веяние времени. Никто не стал на защиту. И когда человек говорит о каких-то ну, намекает на какие-то скандалы, на какие-то... Ну, там же, понимаете, там же вот именно вот эта часть, типа, харассмент, типа, вот там, мол, там девочки, там эти, короче. А вы знаете, Саша, подождите, можно? Подождите, а сам же он сдал эту свою диссертацию. Героически сдал. Говорит, нет, я не держусь. А его там плагиатчик, купивший себе диссертацию за сало, вот прямо остался в кресле министра и сказал, что да, я... И сделал из этого подвиг. То есть вот этот человек открывает рот на 30 лет, какого бы ни было. Я к Поплавскому никак не отношусь. Я его не защищаю, я знаю, что там... Но песни знаете, Саша? Песни сейчас, знаю, понимаете? Если в коме вас разбудить, споете? Понимаете, в чем дело? Но в тот момент, когда общество претерпевает какой-то... Вот почему сердючку вытащили сейчас? Потому что сработало где-то, что если мы еще сейчас сердючку перемешаем с дерьмом, да, а мешали и будут мешать еще точно. Это просто система такая. Мы же все равно как бы говорим об обществе. Вот смотрите, очень важный момент. Нам, значит, культурой павших, мертвых, да, убитых на этой войне вытесняют образование, религию, то, что я сказал выше. Это с одной стороны. А с другой стороны, это система, которая будет поедать своих же, когда не останется никого другого. То есть Поплавский – это украинец.
можно к нему как угодно относиться, но они перемешали его. И тогда получается уже, как бы, да, уже ты не будешь там про маты, про юного орла напевать песню. Уже вроде как же не модно, уже вроде как оклеймили, забыли и вычеркнули. То есть это... на что Поплавский украинец все равно агент Кремля, правильно? Да, получается, и в конце концов мы к этому и придем, что он вообще какой-то там нехороший человек. А судьи кто? А судьи вот. И мы сжираем сами себя. Ну вот именно вот это вот не мы, а имеется в виду вот это вот практика, понимаете? Так потому что это вампирюги. Это, я же говорю, тупые рагули, суицидники. То есть они попали в большие города, и они думают, что их тут никто не замечает, никто их не остановит, никто вообще, их дерьмо, как говорится, не принюхивается к нему. Им кажется, що вони от в своїх селах там одне одного вони знали, хто там в них крутий чувак, і, значить, на своїх танцях вони розбиралися, хто там, значить, лідер, а хто, другое слово, не буду сейчас применять, потому что мне кажется, что я свой лимит на сегодня у вас исчерпала. Так вот, я вам хочу сказать, на что вот все время обвиняют россиян, русских, что они, значит, такие-сякие, розетокие. Но абсолютно идентичная ситуация. Вот если посмотреть, да, в школу-студию МХАТ назначили по беспределу, это министр культуры, назначила Богомолова, мужа Ксении Собчак, который отличается там разнообразными эпатажными, значит, своими постановками, тоже и харассментом можно ему пришить, и списки Эпштейна, и посмотреть его перемещение в пространстве. Может быть, он на тот островок когда-то уже залетал. Но потому что он в этом именно ключе эпатаж свой рассматривает. Так и что? Студенты восстали против, чтобы он был ректором, вернее, исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ. Те, кто позаканчивали эту школу-студию МХАТ, уже известные артисты, восстали против. То есть народ тоже объединился и высказал свое, скажем так, фе против этого. И что? Вынужден был Богомолов отступить. То есть они, конечно, это все красиво обыграли. Министр культуры не стала, скажем так, признавать свои ошибки. Но Богомолов сказал, что извините, конечно, я и так тут очень занят, времени нет, поэтому желаю всем счастья и добра, я ухожу по добру, по здорову. Но люди, по крайней мере, проявили бдительность. Люди высказали свое мнение. То есть русские способны к объединению, когда они видят, что их пытаются приучить к каким-то вещам, которые, ну, для любого нормального, здравомыслящего человека, на каком бы языке он не говорил, это ненормально. Ну, подождите, сейчас вам будут в комментариях писать, у русских вот Телеграм забирают, отнимают, и вот это вот сейчас эта вся дискуссия уходящей недели. Но они борются, Саша, подождите, вышел там руководитель партии, там, не знаю, «Справедливая Россия» или что там, Миронов какой-то, рядом с ним стоял народный артист Советского Союза Бурляев, который в Андрее Рублеве снимался, то есть человек, у которого есть статус, которого знают люди, вся его жизнь, она на виду. И они вышли и сказали, не смейте этого делать, нельзя это делать, потому что люди там, которые на фронте, они со своими родными через этот мессенджер общаются. Что вообще себе думать? То есть они противостоят. А это стадо мычит просто тупо мычит. И когда ты им говоришь, вообще проснитесь, дебилы, вас же убивают, режут, ваших детей будут вам в гробах привозить. Я говорила это все, до этой войны ходила. Что они мне говорили? Закрий рот, дура, це в тебе проблеми. Від тебе чоловік пішов, донька від тебе відмовилася. Ми будемо тебе слухати, Зеленський наш герой. Но что? Вот это стадо тупое, оно будет воевать вечную войну, значит, влаштовывать против общества, которое способно к объединению. Ну и каков результат, Саша? Вопрос только в том, что мы наблюдаем за этим результатом. Когда последний українець, как говорится, ляже в ту красиву землю на те меморіальне кладовище, який Зеленський для них красиво облаштував.
Вообще, на самом деле, я считаю, что это просто демон конченый. Как, Саша, вот скажите мне, вот вы можете себе представить, что вы бы, например, были причиной войны, вам говорят: Саша, остановитесь, потому что дети гибнут, женщины замерзают, старики умирают в своих собственных квартирах от голода и холода, а вы такой говорите: не-не-не, я не буду это останавливать. И гордо ходите, кладбище открываете, и у вас даже сердце не ёкает. Хорошо. Тогда к чему нас ведет вот эта вот тропинка отказа Трампа от Украины? Я так понимаю, для этого песня и писалась. Хорошо, как вы считаете, он откажется, не откажется? Если откажется, то кто будет виноват? Ну, я имею в виду от переговорной позиции, от, ну, вот этого, да, процесса, так сказать, который сейчас вообще непонятно, как будет выглядеть дальше, там, в следующий раунд переговоров, потом дальше. Дедлайн есть на самом деле или его нет? Если он есть, то тогда мы приходим к двум вариантам. Отказался, кого обвинил? Не отказался. Ну, там же и выборы эти промежуточные, вроде как под них там разные. Хотя вот, если честно, чем дальше, чем ближе к весне, мне кажется, что там не в выборах вообще дело. То есть эти выборы, они вообще будут о другом. Вы имеете в виду промежуточные выборы Да. у Трампа? Но там же своя вообще тема, там своя игра. Для них Украина – это один из инструментов, на которых они играют, но там целый оркестр симфонический. Там за Трампом вообще стоит Джей Ди Венс, если вы заметили, который аккуратненько, пока там и бьют на этом поприще, и пока все средства массовой информации обсуждают взаимоотношения между Россией, Америкой, между Путиным и Трампом, а там между ними Зеленский, а что мы по этому поводу думаем? Макрон высказался: да, давайте с Россией дружить. Мерц говорит: да, давайте с Россией. Это все вообще бой барабанов, бой барабанов. А за это время тихонечко, без шума, помпы и проблем, Джей Ди Венс приезжает на Кавказ и подписывает хартии о укреплении сотрудничества энергетического и прочего с Арменией, с Азербайджаном. То есть потихоньку, как говорится, расширяют сферу своего влияния. В Венесуэле, на Кубе устраивают им эмбарго полное, что они уже не могут туда летать самолетами, потому что у них нет своих ресурсов и нет своих нефти, газа, бензина, керосина и всего остального. То есть там вообще идет совсем другая история. И поэтому пока Зеленский вот здесь вот куражится, отвлекая на себя постоянно внимание, они решают огромное количество вопросов. И, к сожалению, меня очень расстраивает позиция, скажем так, Кремля, который все пытается, я не знаю, дипломатически договориться с чертом за это время, значит, наблюдая за тем, как вообще полностью этот концлагерь превращается в бойню вообще внутри славянского народа. Ну, потому что, Саша, вы же прекрасно понимаете, что Оксен Лисовый и десятки еще сумасшедших Федын или каких-то Притул – это же все единицы ненормальных, которые облечены властью. Но пока они кнопкодавят, принимают законы эти концлагерные и усиляют вот эту вот структуру репрессий, они же уничтожают нормальных людей. Детей вот этих маленьких, подростков вот этих, которые будущего своего не видят. Это же катастрофа, которую нужно заканчивать. Поэтому, вы понимаете, я вам честно хочу сказать, я конца и края этому не вижу пока что. И это меня очень расстраивает. Я именно поэтому эмоционально, потому что, в очередной раз мне кажется, что, это же так очевидно, люди, да что же вы творите? Сколько же вы хотите заработать на этой войне и под предлогом этой войны порешать какие-то свои вопросы? Это же вам не в коня корм, к вам же ко всем прилетит, ко всем прилетит. Не сегодня, непосредственно к вам, завтра к вашим детям. Вот вы говорите, Федына, нормально так она. Там, правда, депутатов немного, и сегодня вообще мало, там 38 слегли, в общем, температура, диарея. Но с трибуны прозвучало же. Вы критикуете Порошенко за Минские соглашения. Она же криком кричит: а где твои зеленские Минские соглашения?
Слушайте, ну это уже даже банально, очевидно. Ну, это все хотят обставить, и в этом задача под новый Минск. Вот сейчас была годовщина 11 лет Минска. Возможен новый Минск, как вам кажется, в этой Да ситуации? хоть 33 Минска, понимаете, Саша? Оно же все равно ничего не решается. То, что ведутся переговоры, то, что где-то они встречаются, жрут омаров и кальмаров, нюхают кокос, понимаешь, там разъезжаются и радостно друг другу, значит, хлопают по плечу, везут отчеты прекрасные, везде говорят: хорошо, я волю тронулся, господа присяжные заседатели, и потом еще можно десятилетиями эти все Мински не выполнять по каким-то там причинам. Мы что, не видим, что это бег постоянно по кругу? Это все время вот эти наперсточники, понимаешь, кручу-верчу, обмануть хочу, кручу-верчу, обмануть хочу. А тем временем Украина полностью под гнетом вообще вот этих вот долгов неподъемных. Кто их будет на самом деле отдавать? Некому отдавать. Люди уехали безвозвратно, демографическая кража состоялась, женщины фертильного возраста, дети находятся за пределами страны, земля продана, редкоземельные металлы проданы, как говорится, планета Шелезяка населена роботами, воды нет, растительности нет. Ну вот к чему это все ведется. Все идет к тому, чтобы Украину полностью обезлюднить, то есть чтобы это была просто вот как в плане ОСТ, понимаете, пространство, де тільки пташки десь літають, и редкая птица долетит до середины Днепра, потому что уже нет Днепра. Ну, то есть вот это все, они оставляют эту землю как какую-то ресурсную, имеется в виду на будущее какие-то времена, какой-то задел, понимаете, я не знаю для чего, на что. Вот знаете, как иногда бывают, когда занимаются агропромышленностью, да, есть там какие-то поля, которые там, например, уже выработали свой ресурс и уже не дают урожая. Вот их оставляют под парами. Ну, то есть там они вот так вот какие-то заводятся птички, рыбки какие-то, выхухоли, они там роют, копают, какие-то бурьян там прорастает, вообще нормально себя чувствуют. Вот Украина превращается вот в такое безжизненное поле, где будут только вот какие-то, я не знаю кто, пещерные люди, подземные из схронов. Вот все, что они проповедовали под предводительством этой конченной Фарион, сейчас, конечно, не Цой подхватила этот флаг, как говорится, сжигать книги, уничтожать вообще, палить, крошить, дробить, уничтожать. Вот они повылазили из этих схронов, эти твари, вот они вот эту всю свою, как говорится, слюну ядовитую, они расплескивают на всю Украину. А Зеленский рад стараться, потому что он выполняет обязательства, чтобы не были обманутыми вкладчики. Вот все те его, как говорится, его народ, который скупил это все оптом и в розницу. Я уже приводила этот пример, у Саши Лазарева мы обсуждали, когда ты хочешь на шару, желательно вообще бесплатно, получить жирный кусок в центре города для того, чтобы потом построить там небоскреб, платную стоянку, развлекательный центр и заправку, и зарабатывать на этом миллионы, нужно сначала превратить этот кусок в центре города в мусорку, которая будет вонять, раздражать, короче говоря, вот, и всячески, ну, обесценить это. Вот они этим и занимаются. Они обесценивают вот этот вот чернозем людей, историю, землю эту в центре Европы, житницу. Они обесценивают с помощью Зеленского, чтобы потом забрать ее, точнее уже забрать ее, вытащить у украинцев из-под носа. Как в той сказочке, понимаете? У вас была избушка лубяная, а у нас ледяная, наша растаяла, теперь мы пришли и будем жить в вашей. Вот такая вот история, сказочка про белого бычка. И финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, он на самом деле важный, и он касается того, с чего все начиналось, а именно, да, ну, Минска, Минских, Донбасса. Значит, очень интересно, по данным вот этого же Шустера, вообще, конечно, роковая фамилия, да, для украинской политики, только оказалось, что вот тот Шустер был пробничек, сейчас вот
процессы гораздо на весь мир перебросились. Так вот, Шустер, тот, который материал написал, значит, по его данным, и книгу о Зеленском писал, помним, да? Глава Офиса президента Кирилл Буданов проводил с помощниками Зеленского длительные дискуссии о юридических и практических условиях, которые необходимо выполнить Украине, чтобы вывести войска из некоторых районов Донецкой области, не позволяя при этом армии России как бы захватить эту территорию. Получается, многие делают вывод о том, что Буданов как бы выглядит, по крайней мере, выглядит как агент влияния Трампа и вообще США, и это как бы фигура, которая склоняет Зеленского к тем или иным решениям, ну, понятно, выводу войск с Донбасса, потому что так хочет Трамп, да. И другого пути вот сейчас прийти к какому-то финалу Украины нет. Выведет ли Зеленский, несмотря на свою риторику последних дней, да и раньше, войска из Донбасса? Получится у Буданова вот эта миссия? Если это правда, конечно, если такое мнение, оно соответствует действительности. Ну, давно же уже существует эта версия, что вот эти все территории, на которых идут боевые действия, юг Украины и частично России, Ростовская область, Белгородская область, они куплены плюс Крым вот, еврейским лобби для того, чтобы там создать вот эту так называемую зону процветания, просперити, свободной экономической торговли и, соответственно, иметь доступ к Одесскому порту, к верфям николаевским и ко всему тому, что может приносить прибыль в большой мировой торговле, потому что тот, кто сидит на логистических вот этих вот рукавах и на этих точках, где пересекаются пути, тот получает максимальную прибыль. И я так понимаю, что и война эта ведется между одними, скажем так, группами венецианских купцов с другими группами их единородных братьев из другого колена, которые хотят, скажем так, к себе к рукам это все прибрать. Ну, то есть все те, кто принимает в конечном итоге решения, Витков, Кушнер и прочие, Зеленские, Шустеры, Прибацманы, Гордоны, значит, Бляхеры, Порошенки, Капительманы и прочие Ходорковские, Березовские, Гусинские, Гетманцевы и всякие говнопольские, это все определенная группа товарищей. Ну, как бы, можно, конечно, Снежану Егорову критиковать. Безусловно, надо даже это сделать, потому что она, в отличие от всех остальных, кто уже давно, как говорится, засунул язык себе в задний проход и идет на убой молча и спокойно, и детей своих ведет, она не соглашается с вот этим вот планом богоизбранных. Ну да, конечно, Зеленский согласится рано или поздно, когда он получит то количество бабла, которое, как ему кажется, может покрыть все его расходы на будущую его жизнь за то, что он, в общем-то, совершил вот этот подвиг. Долго искали такого талантливого. Был и Наполеон, был и Гитлер. У них у всех были эти планы по захвату этих территорий и контролю над российскими ресурсами и над Россией в общем и целом. Только никто из них не достиг таких результатов, которых достиг вот этот вот веселый, как говорится, кровавый клоун, которому люди верят, потому что он такой веселый. Пусть люди посмотрят вообще американские фильмы ужасов, хорроры. Там самое страшное животное, которое в конечном итоге пожирает всех: мамку, папку, кошку, мышку и их дочку, это как раз вот этот вот клоун. Это самый страшный персонаж. Видите, вот, собственно, они его нашли. И нам на голову водрузили. Бабку и детку вы как-то пропустили. Бабка и детка уже их объединило кладбище, вы что, не знаете? Они уже, как говорится, списаны со счетов. Янинка Соколова сказала, что все ті, хто оце там пам'ятає мама, колыбель, русский язык, значит, Андреевский спуск, Булгаков, все остальное, они должны повыздыхать.
То есть я не удивлюсь, если эти твари конченые, которые обосрались там в Верховной Зраде, завтра по аналогии с европейскими государствами примут закон о принудительной эвтаназии людей после там 60 лет. То есть, с одной стороны, они приняли закон, что если хочешь после 60 лет, можешь идти в армию служить, но если не хочешь в армию идти после 65 лет, то тогда прямиком на кладбище, где всех украинцев там объединят, потом эти кладбища перепашут, и будет хорошее, как говорится, удобреннице для новых хозяев этой страны. А люди такие сидят, смотрят телевізор, слушають і думають, що ж його робить, як його далі жить? Так вам никто не обещает, что вы далее будете жить вообще, в целом и каждый по отдельности. А люди такие думают, ну как-нибудь пронесет. Да не пронесет, пока этот черт будет у вас на голове скакать и прыгать. Понимаете, просто вот тут же про бабку и детку, тут же ирония, или это тут не в этом, ну, в этом случае, потому что... Ай. Вы заметили, как все обсуждают всякую ерунду? Ну, вот имеется в виду да, вот именно общество, да? Но на этой неделе это, наверное, хорошо, там начали как-то вот всплывать вот эти ситуации с ТЦКшниками. Но был же эпизод, который, ну, если к ТЦКшникам уже как бы привыкли, да, хотя невозможно привыкнуть, когда человека хватают, избивают, когда обманом выключают там, это снято уже, это не просто рассказы, выключают тебя в подъезде на лестничной клетке. Выкручивают пробки. Да, пробки, автоматы, в общем, человек выходит, и его сразу там же и, в общем, принимают. На этой неделе страшные же вещи происходят в Ивано-Франковской области, да, когда дед 72 лет из Донецкой области топором, вот это вот, молотком, других там бабушек и дедушек из 60, 68 лет, там 65, 5 человек положил, 5. Они все переселенцы. Ну, то есть у них какой-то конфликт случился на какой-то почве, да, у этих старых людей, абсолютно беззащитных, абсолютно оказавшихся вот в этой ситуации, когда они живут в бывшей школе, которая нахрен там не нужна уже, эта школа, здание пустуют, там нет детей. Ну, в каком-то селе, там на Западной Украине, там нет, возит автобус уже до других, а здание осталось. Они там привлекли денежки грантовские в том числе и сделали из этого такой... Ну, место, где переселенцы могут приехать и жить. А эти старики, ну, если кто помоложе, понятно, там, кто переехали, там, перекантовались, ищут работу, да, а эти, что они, какую работу они будут искать? У них нет крова над головой, их забрали там с Донецкой области, еще с какой-то области. У них случился конфликт, и вот такой результат. И вот это общество, которое называет себя там европейским, вот это общество, которое там очень быстро реагирует на эти шлемы, это общество, которое там, ну вот опять-таки я просто набрасываю там какие-то варианты, да, когда вот там говорят, вот украинцы, там чего-то. Какие украинцы? Это общество должно первым делом, да, обратить все внимание и скидываться деньгами не олимпийцу, который там не вышел, потом меня не пустили, так бы как проехал. Это сейчас они меняют немножко эту конфигурацию. Там сегодня суд в Милане. А они собирают деньги не на этих пенсионеров, которые доведены до ручки, жизнь прожили, вынуждены были вот уезжать, ютиться, сейчас ютятся с этой пенсией своей, с этими там, ну, от громады на этих койках, переделанной школе, да, и вот что-то вот мы вообще забываем, что у них в головах, а как им жить, что человек, ну, всем сейчас тяжело, но им особенно, им же еще больше, еще тяжелее. Ну, конечно, потому что у людей, в принципе, нет перспективы. То есть они больны, они лишены своего окружения, они, по сути, понимают, что они все потеряли, и времени у них опять это все восстановить в этой жизни уже нет. И самое главное, они же тоже все политически заряжены, они тоже находятся вот в этом состоянии бешенства. Я уверена, что они там, этот дед, понимаешь, он их положил именно на политической почве.
Потому что одни, небось, там хотели как-то, ну, там, одну сторону занимать, а он какую-то другую. Ну, то есть в любом обществе, в любом возрасте, в любой возрастной категории, конечно, есть вот вывернутые мозги наизнанку. Но с тех пор, Саша, когда Уляна Супрун, это конченая шваль, которая приехала, этот помет от канадийских вот этих вот полицаев, которые сбежали в свое время туда. А когда она запретила и расформировала психиатрию и вообще психбольницы, то все больные люди вышли на улицы. А телевизор под руководством Зеленского, это зеленый шмарафон, создает новых больных людей. То есть это вообще бесовщина. Поэтому, конечно, конченая Янинка хочет, чтобы люди забыли Достоевского, который описывал вот эту бесовщину. Поэтому, конечно, они громят гнездо православия, уничтожают, отжимают храмы, а вот эти новоявленные ряженые эти ПЦУшные священники, вони закликають українців прийняти іудаїзм. Это нормально вообще? Священники Православної церкви України, которые, значит, рассказывали, що Українська Православна церква то не та, а це ось така, яка треба. Так они теперь иудаизм призывают принять вот этих всех прихожан, так называемых. А на Крещатике, в центре столицы Киева, Зеленский устроил капище, просто конкретное капище, где жертвоприношения происходят в прямом смысле этого слова. Они происходили на Крещатике. Он эту зону, как говорится, застолбил, и эти демоны продолжают из вот этого разлома вылазить и в мозги вот этих вот детей безмозглых, у которых нет ничего в голове, никакого царя, понимаешь? И родители даже не в состоянии им это все предложить, потому что система создает вот эти пустые барабаны, свиней вот этих, понимаете, которые бегут на утес и бросаются вниз со скалы. Это все осознанно создано. И люди должны это увидеть, ужаснуться и остановить этот молох. Этот молох остановить, потому что иначе никому не выжить. И дальше это будет распространяться. Как, Саша, я ходила на эти каналы и говорила, нужно заканчивать этот конфликт на Донбассе, немедленно вообще вот эту рану кровоточащую закрывать и излечивать, потому что дальше это на всю Украину распространится. Мне говорили, що все херня, нічого такого не буде, будемо воювати з тими москалями, ми їм покажемо, вони нас бояться. А теперь я говорю, надо заканчивать это все здесь на Украине, сворачивать это все, черта этого конченого вообще, избавляться от него нахер, потому что это все перекинется на всю Европу, потому что у него стоит задача вовлечь в этот конфликт все страны Европы, и чтобы Украина уже стала таким полномасштабным полем боя, чтобы уже мобилизация полноценная в России произошла, чтобы уже там, значит, на Европе наловили, как на Крещатике, трусами головастика вот этих вот каких-то маргиналов вообще и убийц. И чтобы вообще вот это все здесь кровавая такая уже месиво, баня была. А Трамп и его друзья, сионисты, его босс Нетаньяху будут сидеть красиво на другом конце планеты, на своем полушарии и, как говорится, жар загребать. Потому что все, кто более-менее на что-то способен, и все, у кого что-то будет, как говорится, в кармане, опять будут садиться на самолеты, пароходы и мчаться за теплый океан и там прятаться. То есть мы что, не знаем, как это было в прошлом веке? Мы хотим, прямо вот хотим повторить этот подвиг. Да только наши деды и отцы были православными, верующими людьми, которые вообще свою землю любили больше всего, потому что они не были оторваны от нее. Для них земля была кормилицей. А вот эти поколения, которые после распада Советского Союза наросли, это же просто вообще, это, я не знаю что, это слизь, понимаешь, это болото. Жанна Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, друзья. Верьте в лучшее, и будет нам счастье. Берегите себя в эти тяжелые времена. Добра и света. Увидимся.